Через покупку вина русские спонсируют республиканскую партию. 3 винодельни в долине Напа по цене в среднем от $100 за бутылку. Правда, гречка? Привет, это Таня Эндвайн. В преддверии президентских выборов в США все разговоры только о политике. Я не буду исключением и сегодня расскажу о 5 американских политических деятелях, которые засветились в винном бизнесе. Среди них есть как демократы, так и республиканцы. Так что поддержать свою любимую партию можно даже с помощью покупки вина. На 5-м месте Майк Томпсон, демократ, член Палаты представителей США от Калифорнии. Он владеет 20 акрами органических виноградников в округе Лейк, который находится в Калифорнии Вайн-кантри. Это самый значимый винодельческий регион в США. Здесь мистер Томпсон выращивает Sauvignon Blanc для винного гиганта компании Fetzer. Я знаю, что эти вина продаются и у нас на родине, так что, граждане России, покупая вина Fetzer, вы участвуете в политической жизни США и поддерживаете демократическую партию. На 4-м месте Дэвид Нуньес, республиканец и тоже член Палаты представителей США от Калифорнии. Еще в 2006 году мистер Нуньес продал свою долю семейной фермы и стал партнером в Альфа Омега Вайнери, которая находится в Напа-Вэлли. Эта винодельня специализируется на люксовых винах по цене в среднем от $100 за бутылку. Интересный факт. Демократы в свое время пытались уличить эту винодельню в связях с Россией, мол, через покупку вина русские спонсируют республиканскую партию. Но в итоге нашли только одну скромную поставку всего на 22 ящика. На 3-м месте Нэнси Пелоси, демократ, спикер Палаты представителей и, по сути, 3-й человек в государстве. Она владеет собственными виноградниками в долине Напа, но своего производства вина у нее нет. Мадам спикер выращивает Каберне Савиньон и Зинфандель и продает его другим винодельням. По-видимому, ей это приносит довольно большой доход, потому что она находится на 3-м месте в списке самых богатых конгрессменов США. На 2-м месте демократ и нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В 1992 году Ньюсом открыл свой первый бизнес – небольшой винный магазинчик Plum Jack Wines в городе Сан-Франциско. Сегодня его компания уже включает 3 винодельни в долине Напа, несколько ресторанов, магазинов и дегустационных залов. В самом начале коронавирусного локдауна Ньюсом закрыл винодельни и tasting rooms в 19 округах Калифорнии. При этом его винодельни и его дегустационные залы оставались открытыми, что вызвало бурю негодования среди виноделов Калифорнии. И, наконец, 1-е место в списке занимает 45-й президент США Дональд Трамп. Его винодельня в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, лишь один из многочисленных бизнесов, принадлежащих Трампу. Эту винодельню, а точнее даже целое поместье с замком, мистер Трамп купил в 2011 году у бывшей жены своего давнего приятеля, миллиардера Джона Клюге. Управляющим винодельней Трамп назначил своего сына Эрика, и дела у компании сейчас идут довольно неплохо. Эти вина получают высокие оценки в разнообразных американских рейтингах. И это при том, что сам Трамп вообще не употребляет алкоголь. И сейчас у нас есть уникальная возможность попробовать вино как раз с винодельни Трампа. Вот оно здесь. Это вино Meritage, винтаж 2017 года. Это как раз то вино, которое получило 93 балла от журнала Wine Spectator. И это вообще была самая высокая оценка вин из штата Вирджиния. И еще один интересный факт. Именно в штате Вирджиния когда-то была винодельня у 3-го президента США Томаса Джефферсона. Meritage – это бленд из нескольких сортов винограда. В частности, здесь 51% сорта Мерло, 40% Каберне Фран, 5% Мальбек и 4% Пти Вердо. Это вино среднетелое и обещает нам здесь мягкие танины и ароматы вишни, смородины, какао и специй. Вино непрозрачное, довольно-таки насыщенное, хоть и написано, что оно среднетелое, но такое достаточно густое. Есть смородина, черная смородина, смородиновое варенье и немножко черноплодной рябины. На первый план выходят какие-то специи, перец, может быть. Есть вишня, черноплодка, которая немножко вяжет, но это те самые танины. Есть немножко ноток черного шоколада, такого горького. Ну, в общем-то, по-честному достаточно, что написано здесь, то и мы имеем в бокале. Внезапно здесь мне показался запах гречки.
Да ладно. Правда гречка? Может быть, это русский след? Эти самые русские хакеры, которые повлияли в 2016 году на результат выборов и собираются повлиять сейчас? Кстати, у второго кандидата в президенты Джо Байдена своей винодельни нет. И это не добавляет ему баллов в моих глазах. А если бы у него вино и было, то оно, наверное, было бы с запахом нафталина. Ну что ж, за правильный выбор. Cheers!